Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Приветствую всех, с вами Хулдым, и да, мы продолжаем проходить игру Kidnapped Girl, продолжаем наше приключение. Приключение психопата и девчонки, которой очень сильно не повезло в жизни и который является то еще обжорой. И, кстати, да, насчет именно замедления, чисто быстро пару слов обмолвиться. Следом за этим видеороликом я еще быстренько оставлю в описании ссылочку на статью специальную. Заглядывайте, если у вас тормозит YouTube, вообще ничего не работает. Заглядывайте туда и пользуйтесь. Я ей попользовался. И сейчас у меня работает все зашибенно, на компьютере работает вообще как будто ничего, и никаких VPN-ов и другой фигни не нужно. Так что давайте, милости прошу, и в комментариях я тоже оставлю ссылочку. Так что милости прошу. А так, погнали. Ты чего это? Ой, блин, пошло дело. Я забыл, где мы остановились. Ой, сейчас начнется. Развраты, наркотики и тому подобное. Жарковато стало. Разве тебе не жарко? Если только чуть-чуть. Ну, да. Это прям... Он как будто так как заржавевший компьютер, знаешь, что будет. Ты ведь и сам немного разделся. Она немного приблизилась ко мне. Поможешь расстегнуть? Я в недоумении уставился на нее. Но ведь там же... Ты ведь там не прикрыта. Ну и что? Или тебе будет неприятно смотреть мои следы от побоев? Нет, я просто... Ну, я... Не видел грудь девушки? Ничего страшного, все когда-нибудь случается. А если я... Если ты не хочешь, это ты хотел сказать. Ну что ж, быть может, часть тебя говорит, что не хочет. Уйди, пожалуйста. Извиняюсь, тут мелкий котенок. Маленький котенок помешал. Во. Но другая, возможно, очень даже хочет. Или я не права? Она взяла мои руки и приложила ее к рубашке. Пальцы начали медленно расстегивать пуговицы. Сначала одну, потом другую, третью. Осталось не так много, всего одна или две. Ее рубашка в конце концов стала соскальзывать с ее плеч. Она небрежно отправила ее на стул. Ой, сейчас начнется. Ой, простите. В этом минус, когда твое рабочее место заполнено кошками. Моему взору предстала небольшая, но объемная, по моим представлениям, грудь Алисы. Алиса смущенно отвела взгляд. Повезло, что тут есть этот текст является по факту цензурой. Сердце стало беспокойно стучать. Этот момент вызвал у меня сильное смущение. Конечно, я никогда особенно не интересовался девушками и возможностями заводить с ними отношения. Может быть, просто потому, что моя дилемма всегда твердила в моем мозгу. Им и без тебя хорошо. Алиса, что, черт возьми, я к тебе чувствую? Что ты делаешь со мной, маленькая дьяволица? У тебя уже начали заживать следы. А тебе интереснее на них пялиться? Или на что-нибудь другое? Что она имеет в виду? Боже, я не знаю, как мне себя вести. Клайв, Что? О, блин, опять я Клайв говорю, а раньше Клейв. Ладно. мне холодно. Обними меня. Вот хитрюга, блин. Но ты ведь сама разделась. Ну так обними меня, чтоб мне не было холодно. Одежду уже далеко. Прям девчонка учит мужика, как нужно нормально знакомство. Точнее, тут по факту она дурачка именно учит тому, что нужно делать, когда тебе девушка сама незримо намекает на кое-что. Да, она надо мной издевается. Давай, я тебе помогу. Она просто поднесла мою руку к... Ой, да твою мать.
своей груди и положила мою ладонь на нее. Мягко. Очень мягко. Я с некоторой долей любопытства ощупывал ее грудь. Вторая рука медленно подтянулась сама. Она лишь мягко улыбнулась и помогла мне преодолеть то же самое, проделать даже со своей второй грудью. Блять! Блять, ну что ж за хрень-то нафиг? Почему всегда вот именно в нужные моменты меня начинают отвлекать? Нужно будет нахрен. А! Подождите. Что он сказал? Не больно? Участливо поинтересовался я. Сердце стало биться сильнее. Я ведь не знаю, что нужно делать в таких ситуациях. Боже, а что дальше? А нужно ли мне все это? Может, мы просто уже будем спать? Нет, не больно, Клайв. Она ответила, но ее дыхание участилось. Алиса решила приблизиться ко мне. Я почувствовал ее дыхание и аромат ее тела. От этого голова начала кружиться. Клайв, Что ты хочешь? угадай. Спать. Попытка не пытка. Все так же, как и обычно. Ходишь от нормального ответа. Знаешь что? Что? Просто заткнись. Я попытался возразить, но не успел. Мое выражение утонуло в ее поцелуе. Едва ее губы коснулись моих, все окружающие меня проблемы резко перестали существовать. В этот раз ей не пришлось долго ждать ответа. Руки скользнули от груди к ее талии, мое тело само подсказывало, что нужно делать дальше. Я обнял ее и сам стал отвечать на ее поцелуй, изучая все возможности этого процесса. Алиса добавила к нему язычок, на что я ответил с энтузиазмом. Наши языки сплелись вместе, не переставая играться. Я потянул эту девочку к себе, и мы упали на кровать, не отрываясь от поцелуя. Что же ты сделала со мной? А ты? Эти мимолетные фразы вновь утонули в поцелуй. Я ведь украл тебя, глупая. А я украла тебя, глупенький. Эта девчонка делает невозможно. Я ведь даже не знаю, как это делается. Но разве тебе не хочется узнать? Я... Клайв, не нужно слов. Просто делай. Я слегка грубо перевернул ее на кровать, вновь вдохнул аромат ее тела. Почему это сводит с ума? Нет, не в плохом смысле, скорее в хорошем. Мне нравится это схождение с ума. Я прикусил ее губу, словно пробуя ее на вкус, и спустился ниже к шее. Клайв, ты чего? Не нравится? Нет, я просто так... Сердце быстро стучит от этого. Продолжай. Я и продолжил. С каждым поцелуем и покусыванием ее нежной шеи ее дыхание стало учащаться. Я слышал, как трепещет ее сердечко. Ах, Я уже дошел до ее груди, нежно поцеловав ее синяки. Я коснулся ее. Нежно поцеловав ее синяки, я коснулся пупком ее соска. Она застонала громче, неуверенно поглаживая язычком сосок, я наконец решил. Мне тяжеловато все равно взять его в рот. Ну хотя, знаешь, что я надеялся? Другой рукой я пальцем поглаживал сосок на правой груди. Клайв, ты сводишь меня с ума. Я хочу заплакать от счастья. Я продолжал ласкать ее тело, ее аромат, ее нежная кожа. Почему я не ощущал такого раньше? Мне это нравится. Снизу живота появилось напряжение. Мне немного страшно представить что-то большее, чем просто... Мне немного страшно предпринимать что-то большее, чем просто ласки.
но ее сладкие стоны, дыхание, биение сердца, подрагивание тела в такт моим ласкам. Я уже не мог остановиться. Я вожу языком по ее животику, бережно обводя ее следы побоев, аккуратно целуя животик. Рука обхватывает ее юбку, я вопрошающим взглядом смотрю на нее. Сними. Всего одно слово, разделяющее нас от продолжения, вновь кануло в пучину забытия. Я медленно стянул с нее юбку вместе с трусиками. Расстегнул чулку. Тут ладно, так будет. Иди ко мне. Я послушно приблизился к ней, и теперь уже ее руки проскользнули к моим джинсам. Она ловко расстегнула пуговицу и ширинку, стягивая с меня совсем сейчас ненужный элемент одежды. Мы раздеты полностью. Но разве это сейчас может нас волновать? Мы снова утопаем в поцелуях, сплетаемся языками и изучаем губы друг друга. И мое сердце, и ее сердце готово выпрыгнуть из нашей груди. Блин, это уже закончится, черт тебя дери. И таких сцен будет куда больше, серьезно. А ладно, расскажу свое мнение вообще обо всем вот этом вот уже после всего этого. Все мое тело так напряжено, рука скользнула вниз и остановилась на ее промежности. Я аккуратно провел пальчиком по ее киске. Она уже вся намокла. Уйди, пожалуйста, мелочь. Да, и я был в полной готовности, но можно ли так вот сразу, не предупреждая? Нормально так в лицо, ну хотя ладно. Войди в меня, Клайв. Я хочу тебя сильно. Черт тебя дери. И я тебя хочу. Этого было достаточно. Я раздвинул ее ножки шире, устраиваясь поудобнее. Поцелуй меня. Я хочу, чтобы ты вошел в меня с поцелуем. Извиняюсь, мне надо вот твою мать. Да. И я выполнил ее просьбу. Не останавливая наш поцелуй, я медленно вошел в ее лоно, стараясь не торопиться. Отрываясь от моих губ, она быстро задышала. Я почувствовал препятствие, но понимал, что нужно продолжать. Ничего, Клайв. Продолжай, пожалуйста. Я слегка надавил членом вглубь. Алиса застонала, но продолжила поглаживать. Тяжело дыша, я наконец преодолел преграду, проникая глубже. Ах! Всего на секунду ее лицо исказило гримаса боли, которая тут же сменилась наслаждением. Хорошо, Клайв. И мне было хорошо. Эти ощущения были странными и в то же время приятными. Наслаждение накрывало и меня, и Алису сладкой пеленой. Я двинулся к ней, продолжая целовать ее шею и грудь. Алиса постановала крепче, ухватившись руками за мою спину. Вскоре она начала гореть. Алиса царапала мою кожу на спине, не сдерживая своих чувств наслаждения. Наши тела словно слились воедино, и ничто уже не могло волновать нас. Запреты? Да наплевать. Я псих? Плевать. Мы отсюда выберемся? Какая разница, если здесь есть она? Алиса, ты была права. Я украл тебя, а ты украла меня. В нежном поцелуе она притянула меня на край кровати. Теперь я был снизу, а она сверху. Закрой глаза. Я не стал с ней припираться, послушно закрыл глаза. И в тот же момент я почувствовал, как что-то теплое коснулось моего члена. А затем она практически полностью поглотился в этой теплоте. Ах, Что ты... ясно.
Похоже, она считала, что теперь ее очередь доставлять мне наслаждение. Но ведь я и так был на весь седьмом небе от удовольствия. Она продолжила скользить своим язычком по моему члену, старательно закладывая головку и облизывая. Ох. Давайте, погнали, меня к Лисе вернуться. Как и до безумия недалеко. Но мне нравится это безумие. Я не мог уже терпеть. Алиса, иди ко мне. Она села на меня сверху, и мы продолжили свое единение телами. Я любовался ее телом, скользя руками по ее груди и талии. Я... Она была уже на пределе, и я тоже. Я приподнялся, и мы сплелись в единой позе, словно два цветка. Обхватив руками ее попку и слившись в одном поцелуе, мы достигли оргазма. Я изливал в нее свое горячее семя, не думая о последствиях. Это абсолютно не важно, когда рядом она. Алиса обмякла в моих объятиях. Я поцеловал ее в лобик и крепко сжал. «Я люблю тебя». Неужели так просто можно полюбить? Не уверен, что смогу ответить ей так же. Я вообще не понимаю, что это такое. Да, это было просто божественно, приятно, великолепно. Но либо я отказываюсь признаваться самому себе, что испытываю к ней чувства, либо я просто дурак. Хоть ты и молчишь, но я знаю, что ты неравнодушен ко мне. Давай-ка лучше спать, хорошо? А может быть еще разок? Я не ответил, потому что понял, что сейчас нам нужно в другое место. Часть простыни и мой инструмент были немного запачканы кровью. Секунду. Подожди секундочку. А разве она... Ой, больше мушку использовать. Подожди, тут чисто минутка такого доебчика. А разве она не говорила, что она давала некие услуги? Или не, она, кажется, она была официанткой или как? Не представали, но значит ясно. Ну, хотя бы радует, что с ней не делали ничего того, что я думал, что сделали. Ну ладно. Сейчас нам нужно идти в ванну. Ты гляди сама, что ты гляди сама, что тут. Мать, что не так? Все лагает. Да, а мы ведь уже и закрылись. Ну что поделать, быстро примем душ и спать. Алиса взяла меня за руку. И не вздумай отпускать. Она наспех разобрала баррикаду и открыла. Мы наспех разобрали баррикаду и открыли дверь. Какой смешной. Эй, не смотри туда. Алиса лишь рассмеялась и прижалась ко мне своей грудью. Мы полезли в душ вместе. Называть это мытьем было сложно. Сначала мы долгое время целовались, лаская тела друг друга. Затем превратили обычное намывание тела в похотливое приключение. Но для еще одного секса наших сил не хватило. И для меня, и для нее это был в первый раз. Поэтому, покончив с обтеканием в горячем душе, мы, наконец, вылезли из кабины. Хочу обнять тебя и уснуть. А я просто хочу поспать. А я, посмеиваясь, потрепал ее волосы. И себя обнять. Куда же от тебя денешься? Другое дело. Я притянул Алису к себе и нежно поцеловав в шею. У меня появилось отличное лекарство. От боли, от безумия, от депрессии. Вообще от всего. Спокойной ночи, Клайв. Спокойной. Не отпускай меня.
Пожалуйста. Хорошо? Не отпущу. По крайней мере, эти слова... По крайней мере, эти слова правда. Не отпущу. Я не вижу причин, чтобы отпускать, пока она рядом. Мы справимся и выберемся из этой клетки. Но теперь я не уверен, что она вернется домой. Точнее, то место, где она жила. Я же ее все-таки украл. И возвращать не собираюсь. О чем думаешь? О том, что будем делать завтра. Попробовать выбраться отсюда? Да, не нужно ничего искать. Мы просто попробуем разрушить стену и потом... Я согласна на все, только бы ты остался рядом. Я же украл тебя, не помнишь? Опять ты начинаешь. Не перебивай, совратительница. Я тебя украл, но кто сказал, что я собираюсь возвращать украденное? Наши головы были близко друг к другу, и мне показалось, что я почувствовал жар, который исходил от ее щек. Уверен, что она покраснела. Спать хочется. Перед тем, как я утонул в пучине сновидений, я успел почувствовать очередное касание ее губ и тихий шепот. Клайв, укради меня навсегда. Глава 4. Путь к выходу. Да ну нафиг, это есть. Как же мягко спать. Даже не припомню, чтобы подушки были такими мягкими. Уже утро. А впрочем, какая разница? Я повернул голову на бок, где увидел сопящую Алису. Красивая. Нет, правда, я думаю, что многие люди с таким... Я думаю, что многие люди с таким сталкиваются. Понятие красоты и стандарт для этого соответствия у всех разные. Поэтому я никогда не спорю о вкусах. Для меня важно то, что мне импонирует. Я притянул ее к себе и поцеловал в щеку. Не будить же эту за Соню сразу. Доброе утро, Клайв. Ах. Она широко зевнула и продолжила сопеть. Я же аккуратно встал с кровати, подбирая свой гаджет. Сети, как обычно, нет. А вот время 10:43. Да уж. Складывается впечатление, что время, как бы это правильно выразить словами, течет быстрее, но не ощущается так, будто оно ускорилось. Быть может, это уже глюки самого телефона. Надеюсь, Алиса меня не убьет. Я аккуратно залез в ее сумку в поисках ее гаджета. Нашел! Разблокировав телефон, я убедился в том, что время на ее телефоне было точно таким же. И кое-что на экране заставило меня смутиться. На заставке был я, мое фото, сижу за партой, что-то прилежно пишу на уроке химии. Ох, Алиса, если бы я знал раньше. Хотя, кто знает, как бы я раньше отреагировал. Не попади мы в такую ситуацию. Я даже не знаю, чем бы все обернулось. Сейчас я испытываю какие-то смешанные чувства. Я спорю с самим собой, но не могу понять, что именно я ощущаю к Алисе. Она мне нравится? Да, определенно. Мне понравилась наша ночь. Еще бы. Мне хорошо рядом с ней. Конечно. Люблю я ее? Не знаю. Не понимаю. Мне тяжело понять такое чувство, если я вообще не знаю, как это возможно полюбить человека за пару дней. В любом случае, сейчас нужно думать о другом. Ой. Твою мать. Простите, подождите, у меня что-то с глазами. Ну так, я вернулся.
Ну и на тут мы и закончим. Сорянчик, что-то, блин, вообще неприятно. Опять как обычно у меня. Начинаю записывать, и на тебе куча сразу всяких хрени происходит, и все ломается. Нужно будет нахрен. Ну ладно, с этим я пытаюсь поработать. Вообще, честно выскажусь. Серьезно, мне, ну, одно могу сказать точно, что я понял. Серьезно, вот это вот сам сюжет именно в заперти, что мне больше всего нравится, потому что это когда они изучают дом, в котором они в заперти. Когда все не связано вот с этим всем. Хотя одно могу сказать плюс. Я до сих пор не вырубил игру. Помню старые времена, блин, там, годик-два назад, когда я, блин, впервые, когда я эту игру проходил, и на этом примерно месте я и нафиг все закрыл. Ну, а сейчас проходим нормально. Ладно, уж надо будет просто привыкнуть. Но в остальном все зашибись. Эх, еще я сейчас понимаю, почему мне больше всего, блин, Рут Ульяны нравится, потому что там больше всего просто интересная, хорошая история. Ну, перезаписывать, разумеется, прохождение Ульяниного мода я не буду. Да и вообще, я думаю, не буду ничего перезаписывать, потому что, как говорится, это память и старые времена на моем первом микрофоне. И первое время, блин, время золотая эпоха канала, когда я выпускал видеоролики каждый день. Ну, сейчас уже все немножко по-другому. Надеюсь, вам понравилось. Опять-таки, извиняюсь за всякие перебои со всем этим видео. Надеюсь, больше подобного уже не будет. Ну или, если уж такое произойдет, я просто нафиг возьму, больше просто нафиг отрублю записи, буду выжидать паузы, чтобы потом продолжить. Опять-таки, заглядывайте в описание, там будет ссылочка на саму статью, как можно решить проблему с замедлением Ютуба. Я это вам говорю серьезно сейчас, без всяких этих. Если надо, я думаю, я могу запилить быстренькое разговорное видео на эту тему. Просто серьезно сделайте это, потому что это надо, это нужно. Потому что большинство из вас, как говорится, смотрит мой канал, да, там большинство шортсы любит, но вы даже их смотреть не сможете из-за замедления. А эта статья вам поможет это сделать быстро и без всяких больших ухищрений, и VPN вам не нужен. Так что заглядывайте. И в комментарии также. Пишите там, пишите свое мнение, предлагайте игры для прохождения, это важно, потому что ваши предложения принимаются, и я прохожу игры. Две игры уже, как говорится, в копилочке есть, если что, можете потом можете накидывать. Они все попадут в копилку, и потом мы их пройдем с вами и насладимся ими. Ставьте лайки или дизлайки, но на ваше усмотрение. И, разумеется, жмите на кнопочку подписаться и на колокольчик. Так вы о новых видео узнаете и пополните нашу большую, но все такую же крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся, друзья. Скоро увидимся, товарищи.